Хм. Раз, два. Ну, нормально. Стрим просто вырубился. Ну, ничего. Продолжаем дальше. ОБС замерзла, ОБС зависла. Не знаю, что произошло. Я даже объяснить не могу, что такое. Так. Настройки. Вывод. Не понимаю. Ну ладно. Сейчас еще раз ссылочку расширим. Что у нас еще есть? Такс, ладно. Вроде бы сейчас есть информация. Так, ну идти с рекламой-то. Электроскутер. У нас почему-то, извиняюсь, что-то произошло, стрим вырубило. Не знаю, что произошло. Что у нас еще? 4 такта скутер. Вот он, прикол. 170 евро. Китай. По-любому. Такой питбайк маленький. Прикольно. Кстати.
Так. Фига себе. Вау. Ну вот такой, слушай, питбайк. Прикольно. По-своему веселая штукенция. Блин, не извиняюсь, реально, почему-то стрим вылетел. Не знаю, что там произошло. Ладненько, смотрим дальше. 350 евро, 350, 500. 50, 350 евро. Вот, смотрите, у нас тут есть 94-го года. А ему будет, блин, 29 лет мопеда. Он выглядит, конечно, ну, прям как новый. Если он реально в таком состоянии, то за такие деньги это подарок. Потому что это уже переходит в сторону классики. И это круто. Ну, то есть, круто в чем? В том, то, что этот байк можно все равно до сих пор еще купить запчасти. И он выглядит, ну, просто выглядит круто. И он там нормальный двухтактный мотор, он едет, он будет ехать и ехать и ехать. И это просто шикардос. То есть, если такой байк где-то есть, можно его купить, то это круто. Он реально выглядит очень круто. Пробег мелкий, 94-го года, 6000 километров. Обалдеть. И такой бы взял, одна какого-то пенсионера стоял в гараже, забыли про него. Вот такой можно купить. Я бы своих два старых продал, вот такой бы взять. Здесь доработать кое-что. Это просто находка. Номер телефона, все есть. Вау. Блин, прикольная штука. Ну, такие вещи я могу покупать только вот через месяцев 7-8. То есть мне нужно сперва свои два скинуть. Время пройдет, а потом уже в следующую осень-зиму хочу вот потом уже поменять. Так, а как мне вообще слышно? Есть кто на стриме? Ребята, отзовитесь. Что-то я не знаю, что произошло с мне с OBS. Нет, вроде бы слышно. Вроде бы слышно, ура. Звук. Напишите, если кто на стримчике присутствует. OBS, короче, у меня тут битрейт резко упал. Непонятно почему. Процессор был вообще не нагруженный, потому что у меня он через видеокарту стоит. Как бы проблем нет. Я не знаю, что произошло. Просто вот крутилось, я смотрю, на YouTube крутится. То есть интернет, все, компьютер, все работал. Я думал, сперва тут самое обновление какое-то пошло. И уже не соглашаюсь на обновление перед стримом. Страшно. Слышно как-то. Как-то. Не, есть вроде нормально. Вроде звук есть. Но я в принципе и не кручу, как бы от микрофона недалеко. Ну, я не знаю, мне тут усиления тоже звука сильно нет такого. Фильтр зайти, тут ничего не сбилось. Ну, здесь как было, так и есть, в принципе. Компрессор. Усиление. Вот так вот, наверное, будет. Раз, два, три. Вот так вот будет получше. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, все есть. Звук вроде бы есть. Ну вот, видите, нашел скутер, не зря заходил. Скутер очень прикольный, кстати. Вот, есть байк. У меня первый такой же самый был, кстати, мотоцикл. Только красный был бак, у него красное крыло. Рама мотор черная, это рама серебряная, это все один в один. Здесь у него не хватает пластика бокового. Почему-то стоит он поврежден. А что на нем повреждено еще? Вилка? Надеюсь, что нет. Если вилка повреждена на этом мотоцикле, то плен. Там будет стоить ремонт, как весь мод. Вот у него боковая часть открученная. Тут все. Патрубок раз-два висит. Блин. Ну и уже видно, некоторые части уже тюнинга стоят. То есть тут и так-то ничего такого нету. Ну, тюнинг.
Вчера погонял малость под музыку. Где погонял? В Need for Speed или в жизни? Я вчера много у кого стрим были, я так зашел, мне реально последние дни было вообще не до ютуба. Вот, сегодня решил вот так вот на чуть-чуть, пока вот ребенок спит. А там посмотрим, надо будет или на улицу идти, ну, в гараж там по-любому надо идти. Или мотоцикл чистить, или велосипед. Need for Speed. У вас, кстати, Миша, еще снег есть? Need for Speed. Need for Speed это круто. Блин, Сузуки уже третий нахожу. Все далеко от меня, но в принципе, если вот в таком реальном состоянии он там есть, то даже стоит, блин, взять прицеп, съездить его забрать. Потому что за такие деньги вот такой мопед, который реально еще классный, он лучше вот этих новых всяких скутеров китайских. Вот эти японские старые скутеры, блин, они будут ездить и ездить и ездить. Сузуки 50 кубиков. Ё-моё, блин, смотри. Нереально для города вот этот будет. Да полно, ему месяц ставить, если не больше. Обалдеть просто. А у нас на улице смотришь прям, ну лето летом, да, прям аж. Эти рекламы, эти гугловские уже прям изжога. Такс. $50 кубиков, 125-ка есть. Вот 125-ка тоже, кстати, интересно. У меня права есть как бы на такие технику помощнее. Так, как бы, мне как-то не страшно. Но 50 кубиков у нас как бы проще скутер продать, потому что 50 кубиков на этих мопедах можно ездить любым, у кого есть права на категорию Б, на автомобиль. Из-за этого проще брать 50-ку и потом ее перепродать легче. Ну, как бы вот так. Такая вам информация. Так, мотоцикл. И тут вон ниндзя даже есть старая. ТГБ. Все везде стоит B60, это поврежденный. То есть в основном скутеры вот за 500 евро до 500 евро встречаются в основном какие-то убитые, поломанные. То есть много где ремонт нужен. Я хочу, если честно, тут зеленый Peugeot сделать, который еще 2 года назад начинал делать, потом покупал, что 2 скутера у меня есть там. Начинал это все делать, когда у меня работы мало было. Сейчас что-то работа прибавилась, это все техника стала в гараже и никуда не двигается. Возьмемся за нее обязательно в ближайшем будущем. Привет, Олег, привет. Привет, Димон. Так, что это у нас? Explorer Kaleo 2006 года. Увеличиваем картинку. Вот так. Так лучше, уж так рекламы сильно не видно. Ну, вот такие вот у нас продавались где-то в магазинах автозапчастей, вот такие скутеры. В принципе, тоже 50 кубиков. Мих, привет. Привет, Дмитрий, да. Чисто городская техника. Сел на нем, поехал в магазин, съездил назад, где-нибудь там по городу, прям ты быстро передвигаешься. Я говорю, сейчас, поскольку в городе скоростные ограничения поставили везде уже почти, так что на этом как раз ты сейчас прям быстро будешь даже ездить. Раньше пробку создавали, их обгоняли, а сейчас нормально. Мотоцикл, берлинский какой-то байк, Сузуки Катана, ё-моё. Мощь, просто мощь, пушка. 400 евро хочет за почти 40-летний, да не почти, а уже 40-летний Сузуки. Да даже уже больше, наверное. Да я что-то зашел, один сидит и в игры играет, второй в игры играет. Он, да.
Так, отходил тут на секундочку. Так, я скучаю, сижу. А Миш, что скучаешь? Как дела, Олег? Да потихоньку тут домашние заботы были какие. Сегодня, говорю, сейчас на улицу еще пойдем, еще надо будет велосипеды почистим, там мотоцикл надо тоже почистить, помыть. Вчера в гараж, когда ходил, Toyota ремонтировал, присмотрелся к мотоциклу, сколько на нем пыли, грязи. Так что, как обычно, скоро бытовуха. Вот что-то очень старенькое, такое вообще каждый день не увидишь на дороге, да, очень старый какой-то скутер. Априлия, итальяно, итальянский скутер. А так все нормально, в принципе. $7000. Так, сейчас я подойду, секундочку. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own. Такс. Я опять здесь. Секундочку. Сказал, потом у тебя посплю сегодня. Сегодня дом поспит, вот и скучаю. Ну понятно, почему скучаешь. Ну ничего, нормально, это же не постоянно такой вот. Такс. Honda CB 450. Вот что-то такое похожее я вот в позапрошлом году чуть не купил. Кстати, на проект была такая тема. Была. Перед тем, как я стримом начал заниматься. Да, ездил, кстати, вот. Прокатиться. Вот, Леонардо. Не знаю, вот такие, кстати, скутеры в России были, не были. У нас прям, я в свое время помню, они очень дорого стоили. Даже в подержанном состоянии, ну, подержанные скутеры итальянские, вон на Априлия. Неплохие были по-своему. То есть были карбюраторные, потом пошли уже спрыск у них стоял. Нормально было. То есть техника, которая спустя годы эксплуатации живет и едет. У меня у самого уже, в принципе, итальянский был скутер, там несколько раз французский. Все нормально. Очень много. Французы, итальянцы. Вот французы машины не так себе делают, но вот скутеры у них прям нормально работает. Вся эта тема. Двухколесную технику могут делать. Тут даже не поспоришь. Вот, короче, перекрашен не какой-то весь прям черный матовый цвет. Трансформерс. О, это ж Кавасаки, блин. У меня ж такой же спидометр был. Ну да. Это что, Зизер, что ли? Распаковали. Не может быть. А, ГПЦ-ка. Ну, то же самое. Да, сейчас пойду посмотрю у нас, как там на улице. Погодка, надо будет взяться.
Обалдеть. Скутер. 58 тысяч пробег. Смотрите, у меня есть такой скутер. Прямо здесь вот. Тоже итальянская, кстати, контора. 58, 134 километра. Офигеть. 58 тысяч километров. Ну, это уже такой скутер у нас, говорит, как макси-скутер. Уже размером побольше. Прикольно. Ну, 58 тысяч пробег, то уже бодро. То есть пробег равен как пробеги на мотоцикле. Интересно. Супер. Ну, то есть за 500 посмотрели, я думаю, следующий. Вот он, ё-моё, вот такой у меня был, ребята. Вот мой первый байк. Один в один. Вот такой у меня и был красный. Смотри, он выглядит как новый, а. 93-94 года. Вот он. Такой у меня был байк. Тоже резину поменяли хотя бы. Блин, клевое. 2 цилиндра. Ну, такой, как на Юпитер похоже, да? Юпитер 5 что-то похоже. Японский Сузуки. Ну, я на нем проездил, наверное, месяцев 8-9. Продал потом. Нормальный байк такой. Нормально. Так. Сколько он стоит? Сколько за него хотят сейчас? 450 евро, Порто Вестфалика. Я покупал... еще 91 года. Я покупал в 2008 году за 800 или за 1000, уже не помню даже уже. То есть 450 евро до сих пор еще стоит. Обалдеть просто. Вот есть какой-то скутер побольше. Макси-скутер такой прям. Это что у нас? Японский Honda. Вау. За границей Франция нет. Франция уже это страшновато такие вещи брать где-то вот за границей там, которые ставят. Уже все. Honda Bike, Голландия. Пробег вообще что-то прям как будто скрутили. Нет, мотоцикл я за границей брать нет самого. Скутеры, он китайский, сразу видно, копейки стоит. Японский даже старый, там, да, стоит еще деньги, потому что реально ты его купил, он еще будет ездить и ездить. Вот Голландия, тоже мотоцикл, 70 тысяч пробег. Так, что здесь у нас есть? Последняя, 7-я страничка. Я поставил, в принципе, ничего особенного. То есть я поставил сейчас ограничение, фильтр поставил на покупку там, да, то есть 500 евро и все. Здесь какая-то фигня какая-то. Спам какой-то, а не реклама. Вот, за 200 евро скутер, смотри, 200 евро. Обалдеть. Тоже прикольный по-своему. 93-го года, в 93-м такой байк был уже. Да ладно. Вот это скутер, вот такой дизайн был в 2000 году. В 2002. А тут стоит 93-го, уже на учете стоит. То есть я не знал в 93-м, что такие скутеры вообще были. Итальянский тоже, итальянское произведение искусства. Обалдеть. Всего лишь 500 евро. Миша, ты еще здесь? Я, кстати, как-то сидел, смотрел и наткнулся, что у нас тут Жигули продают. Тоже там Лада Нива, Жигули. В Германии тоже есть, кстати. Но это потом уже как-нибудь отдельно на это стримчик, думаю, сделаю. Так, 500 евро. 4-тактный. Да, здесь. Да, я говорю, я как-то машину искал, помню. Годик-два назад надо было мне помочь машину найти человеку. И наткнулся у нас тут на Нивы, да, новые Нивы, там 10 тысяч, 8 тысяч там были. Сейчас, говорят, цены подскочили. Сейчас даже у нас Урал подороже стал. Хотя собирают его не в Германии, да, где-то в Чехии собирают, что ли. Прям с люлькой со всеми теми этими, да. Кстати, давайте-ка мы прям 500-ку я убираю просто и поехали дальше. Сразу цены такие бам-бам сразу. Так, сортировка на самую низкую цену. Поехали. Смотрите, за 100 евро можно купить скутер. Блин, ну реклама у меня уже тошнит прям, а.
Вот такой скутер за 100 евро. 12 тысяч с половиной пробег. Такой не битый, не мятый. Даже зимняя резина у него стоит. Нифига себе. Ну, ржавчина, есть какие-то там вот недочеты, может быть. Хотя он подозрительно покрашен в черный матовый цвет. Может быть, его и перекрасили. Но я не знаю, может быть, и в оригинале была черная маска такая. Это, конечно, вопрос еще такой риторический, потому что вот этих раскрасков много всяких разных. Peugeot скутер. Вот 180 евро, смотрите, мопед. 180 евро, Peugeot. Прям с бардачком. Со всеми делами. Прикольно. Вот такой скутерец. Французский. Прям такая. У нас на таких вот пару пенсионеров ездит. Прям в любое время года, кстати, без автомобиля. То есть все время на этом скутере. Вот есть мотоцикл. Honda CB 450 кубиков. 90-го года. Вот отличная тема для проекта. То есть вот такой бы я бы купил. Именно под проект какой-то. Надо переделать что-то в нем. Там как-то обновить его. Такой байк. 60 тысяч пробег. Он для тех лет он выглядит еще в принципе достойно. Такой байк можно было взять, там что-то там подделать в нем, там что-то переделать. Я бы его просто, как бы, знаете, обновил, как бы обсвежил, чтобы он в 30 лет, там, допустим, когда он вот зайдет в категорию старой техники за 30 лет в Германии, олдтаймер, именно чтобы остался, то есть в оригинале сохранить этот мод. Вот есть у нас 500-ка. 500-ка у нас. Обалдеть. Ну просто вмятина на баке, конечно, есть, но он, кроме вмятины на баке, так сдалека выглядит даже неплохо. Ну, там 2 цилиндра всего лишь. 60 лошадей, 95 год. С 300 евро? Вот эта техника 300 евро стоит? Да ладно. Ну, здесь видно бак, он его дерзко покрасили баллончиком, прям несколько запчастей прям. Ну зачем испортили весь мод? Объясните мне. Ну ладно. Бывает, конечно, люди такие тюнингом портят все, что было до этого покарабано. Они просто тюнинг делают на него какую-то дешевую тему и тем самым портят технику вообще прям, ну, жестко. Во, пожалуйста, велосипед с моторчиком. 380 евро. Красота. Моторчик. Самый настоящий бензиновый. Один поршень моторчик. Велосипед. Бак. Все дела. Нам чужую мыслью не понять. Не-не. Ну смотри, здесь прям моторчик. Прям, смотри, бензин. Подача бензина. Вон шланг. Мотор стоит. Бак с бензином сверху. Красота, слушай. Такой велосипед такой. Тр-тр-тр-тр-тр. Я не знаю, сколько он там, конечно, у него скорость будет. Но если он там даже будет километров 10-15 так потихоньку ехать, ну, уже приятно. Педаль крутить не надо. Да. У меня, кстати, с педалями есть такой мопед. Один прикольный. Как раз я его хочу сделать, чтобы он у меня остался. Ну, или потом продам, конечно, попозже. Но пока желания нет. Если я его купил, он уже у меня 2 года, и он в цене сейчас только растет с каждым днем. Скутеры. То есть первая 500-ка так себе. Сейчас я 500-ку убрал. Посмотрим, сейчас за 500 перевалит. Что там будет вообще? Есть, конечно, уже у нас тележки переделанные некоторые. За 500 евро, да, это мы еще видели. В рубрике 500. Шутки за 500. Да, побоже, я не знаю, как сегодня настроение будет, вообще силы будут, нет, может поиграть. Но если честно, я неделю назад я сделал видос, хотел кое-какие моменты доделать, и всю неделю работал, и так ничего не получилось у меня. Так я видосы так еще и не выпустил, потому что еще каждый день видосы делаешь. Харли Дэвидсона, конечно, цены прям, вау, 700, Мария.
Honda VF 750 кубиков. Вот эта техника, смотри-ка, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчик. Запчастей вагон. Вдобавок. Нам чужие мысли не понять. Это точно. Это даже не обсуждается. Смотрите, скутеры абсолютно разные. То есть за 500, за 600 евро, за 500 евро есть мотоциклы, которые можно вот купить. В принципе, они даже еще на ходу. Вот я парочку встречал, прям где уж резина новая. То есть это вот резину поехал поменять, тебе уже меньше 200 евро не обойдется. А тут как бы получается новая резина на мото, это полцены мото старого. Смотри, какая техника есть. 125 кубических сантиметров. Вау, вот это вообще 2 раза всего лишь видел. Круть. Вот это прикольно, кстати. Правда, у него вот ржавчина сколько всякой, да, вот это. Это, конечно же, жалко. Прям амортизаторы, он прям вот эта ржавчина. Такое ощущение, знаете, что вот этот мотоцикл стоял где-то не под крытым или не в гараже, скажем, а где-то на улице. Прям вот у него очень много коррозии, которая связана вот с такой сыростью. Эх, досадно. GSX 750F. Вот это вообще катаночка. Красавчик. Здесь тоже можно было... Ой, здесь он как ширканулся. А как у него поцарапано. По крайней мере, хотя бы в оригинале царапины. Уже приятно. Но здесь надо поработать. Ну, велосипеды с моторчиком, я думал, не продают. Я уже третий вижу здесь в объявлении. Обалдеть. Обалдеть. У нас начинается вот эта вот техника, знаете, с электробайки пошли. Это прям, ну, та еще себе тема. Так, ну, старые, по крайней мере, много вот этой, которые можно еще молотком отремонтировать. Это тоже приятно, что такие есть. Вот, кстати, вот он скутер. Смотри, скутер, говорю, вот самый настоящий мопед. Вот что-то подобие этого у меня есть. Вот такое вот. Очень похоже, кстати, на вот этот, но у меня чуть-чуть другое. Надо будет мне его подремонтировать. Место освободится чуть в гараже. Сейчас я хочу пару скутеров надо скинуть и заняться потом этим. Привет, Олег, бро. О, Конор, здорово. Как делишки? Так, что у нас тут? Кавасаки. Сижу тут, смотрю мотоцикл, чего, почем стоит, что не стоит. Есть абсолютно разные по ценам, по технике мото. Смотрим. Смотрим. Вот он, кстати, прям. Вот этот прям сильно похож на то, что у меня стоит в гараже. У меня там только вот фара спереди у меня круглая, здесь она квадратная. У меня тоже там бак в раме находится. То есть вот это прям похоже. Ну как-нибудь я покажу вам. Норм. Че, Конор, уже стрим у тебя сегодня был или будет еще? То я заходил, когда YouTube включал, там стримеров было прям куча. На всех не успеешь. Думаю, еще попозже будет, конечно. Вот он, смотрите, в оригинале более или менее такой байк. 900 кубических сантиметров. Вот это наша тема. Yamaha 900 кубов, смотри. Его, в принципе, взять, подделать. Он выглядит довольно оригинально таки. Под классическое что-то, да, чтобы остался. Отдыхаешь, тоже правильно. Отдых нужен, а то потом часто играть будешь, и это самое, от реальности отобьешься. А надо отдыхать иногда. Я сейчас тоже еще минут 5-10 и пойду дела делать, там отдыхать, надо что-то другое поделать. Не то, что ты делаешь среди недели. Неделя бывает тяжелая очень, если честно, да, так что отдых тоже нужен. Сейчас тем более скоро будет тепло на улице. Вперед из песни, да. Вот, смотри, за 700 евро. За 700 евро вот такой вот. Это Китай или Корея, байк такой.
Еще себе, 125-ка выглядит такой чопор. Обалдеть. Прикольно. Кстати, прикольная тема. Ну, конечно, он слабоватый, да. Так, мощности как таковой сильно нет. Но... Ну, все равно надо прям реально смотреть, сидеть в регионе, где ты находишься. Все равно через раз какие-то вещи проскакивают, интересные, которые повседневно так вот редко встретишь. А здесь они в мобиле у нас есть. Понимаю, лето не будет. Стрим, канал будет отдыхать. А, ну понятно. Ну есть такие, кстати, много летом. Потому что летом уже не до этого. Я тоже летом надо отдыхать. Зимой он просидел сколько возле компьютера этого квадратного. Смотри, вот какая техника. Ё-моё, здесь спереди, я смотрю, крыла не хватает. Бак такой в раме здесь прикольно. То есть вот эта техника такая для реставрации прям идеал. Видно, спереди у него поковыряли, здесь что-то сделали. И забросили. То есть вот надо повреставрировать, надо еще вложить копейку. Интересная штука. А летом отдыхать нужно, да, я уже смотрю уже потихоньку, куда у меня через 2 недели отпуск, уже смотрю, надо куда-то тоже съездить, отдохнуть вообще. Вот это вообще вот это мне нравится, смотри, вот этот прям красавчик, вот он, вот эта техника, я понимаю. Я уже вижу, что здесь не хватает. Аккумулятора здесь нет, это ладно, аккумулятор это самое дешевое. Диски еще тормозные у него здесь еще старые, такие просто круглые. Велосипеды с моторчиком. Вот уже 4-й. Kawasaki байк. Что у нас тут еще есть? Литр. Мотор работает. 100 тысяч пробег. Вот, диверсия 600-ка. Упали на нем, видно, прям хорошо упали. У него стекла нет. Покорябанный бок. За 600 евро. Там покорябано, здесь покорябано. А, это еще и Голландия. Все, отдыхай. Еще и пробег может быть скрученный. За 775. Я не хочу пригореть. Да, надо отдыхать. Надо даже сейчас среди недели. Вот, 2-3 дня стрима включал. Все, отдохни. Каждый день вот сидят, стримят. Потом уже нервов нет. Ну и настроения нет. И вот это вот скриньки нет. Фау Аугуста, 128 лошадей. Kawasaki LTD. Вау, Марибай какой. Красота. LTD. И опять Голландия. Ну вы даете. Что здесь такое интересно? Ну слушай, выглядит такой прикольно, таки довольно. К сожалению, мне по росту он не очень. То есть мне он нравится как визуально, из-за того, что я ростом не маленький, да, и как бы мне он тяжеловато на таком будет. Но у него здесь, смотрю, ременная передача, ремень. Это прям круто. Ну, такой уже чопор, мини. Его взять как раз для восстановления. 52 тысячи пробег. Респект. 454. Значит, 454 кубика, что ли, у него? 50 лошадей. Реально, 454 кубика. 86-го года. Так мы с ним ровесники. Подейка лютый каждый день стрим включает. Ну, есть настроение, пускай включает. Он нет, у него бывает, нет, он тоже не включает. Но Kawasaki EL. Вот на таком мотоцикле я ездил в мотошколе, когда права сделал. Кстати, да. Kawasaki. Больше фотографий нет, что ли? Да, вот такой у меня был, когда я права делал на мотоцикл. Ярик, привет, лайк поставил. Спасибо большое. Вот это прикольный байк, кстати. Тут тоже на нем какой-то тюнинг дешевый есть. Всем привет. Да, и тебе добрый день. Спасибо за лайкос. Так, чего у нас тут еще интересного есть? Корейских, китайских. Первые вот 700-600 евро то уже начинается. До свидания, начал ходить, и все, канал заброшен. Ну как заброшен? Ну,
Не обязательно каждый день стрим включать. Я сейчас ежедневно влог, если у меня закончится, я тоже буду там несколько раз в неделю выпускать видос. Ну, не каждый день, как сейчас. Потому что оно чувствует, то все равно подустаешь, как бы там ни было. Но я хочу продержаться все-таки. Потому что интерес есть какой-то в этом определенный. А так, да, игры можно в любое время пройти. Плюс лето игры не выходят. Летом, почему летом не выходят? Потому что летом все на улице, где-то на море кто-то в отпуск, может, едет, летит. Или в лес, или на даче, или еще где-то. То есть летом как бы не до вот этих игр. Из-за этого индустрия игровая, они знают, что летом люди как бы в отпуске, смысл выпускать летом какие-то новые игры. Из-за этого игры выпускают в декабре, в ноябре, когда на улице холодно, все сидят дома за компьютерами, за консолями и играют. В этом как бы есть логичное такое объяснение. О, прям похоже на то, что у меня есть. Вот эта тема, смотри. Вот как тебе такое, а? Летом я буду отдыхать. Ярик, все летом отдыхают. Вот как вам такой мопед? Прикольная тема, смотри. Крайтер. Нашего немецкого производства. Осенью, да. Отдыхайте, отдыхайте, летом наслаждайтесь. Летом есть много интересных всяких вещей, намного интереснее, чем вот эти вот все компьютерные истории, игры. Так что дача, отпуски. Все только не компьютер летом. Надо заряжаться энергией какой-то позитивной. Я работать буду, вкалывать. Да, ты вот, у тебя зимой пару месяцев отпуск, ты летом вкалываешь. У тебя работа там такая еще тоже, не каждый позавидует, если честно, да. То есть респект, да, мало кто там работает, кому там нравится, может, я не знаю, как, но непросто. Кто-то работает за компьютером все время, ему потом вообще компьютер, как бы смотреть на него он не может. У тебя, видишь, другая работа. Ты, Миша, за компьютером там сидишь, вот отдыхаешь, расслабляешься. Такая еще. Я вот на компьютере тоже, вот на работе сейчас за компьютером тоже иногда работаю, и потом уже домой приходишь, включать его даже неохота. Из-за этого у меня вот эти вот игрушки, игрушки, я хотел сказать. Сказал уже даже, у меня вот эти вот ежедневный влог я монтирую, все записываю на телефон и сразу с телефона и показываю. А есть для того, кто не может равновесие держать, Конора, есть трехколесные байки. И спереди одно колесо, сзади два. Или наоборот, спереди два колеса, а сзади одно. Такое тоже есть. Вот у меня такой был первый байк. Вот он. Один в один. Вот такой вот у меня был байк когда-то новый. Ну, новый. Он не новый был, у меня тоже подержанный, но я имею в виду, когда я права сделал, у меня такой же был красный, белые колеса, вот этот Сузуки. 500 кубиков, да, у него там 34 лошади, здесь 48 версия. Вообще классный байк. Вот такой у байкера, говорю, у драйвера был мотоцикл. Это круто. Сейчас я тебе покажу трехколесный байк, Конор. Для того, чтобы ты видел, что я не шучу. Как раз тебе равновесие держать, чтобы было удобно. Смотри. Реально есть такая тема. То есть это не шутки. Сейчас у нас братство байкеров, есть братство трайкеров. И мужики приезжают, там трехколесные байки. Это прикольно. То есть есть вот такие, смотри, есть как скутеры. Вот такая вот тема. Вот такой вот есть, да, скутер трехколесный. А есть мотоцикл трехколесный, то есть прям уже с большим мотором, все вот это, да. Называется страйки, вот они, видишь, они уже выглядят прям, ну, жестко, да. Подожди, так вот. Ой, с этими рекламами, блин, вот. Трехколесный, смотри, байк. Трицикла они называются, и есть четырехколесные квадроциклы. Ну, у нас они говорят трайк, байк, трайк и квадроциклы, да, то есть. И вот эти, короче, байки у нас чем они классно заходят, то есть рекламу делают, они прям пишут, с правами на автомобиль ты можешь ездить на этой технике. Ну, то есть там техника, она стоит, конечно же, как и мотоцикл, потому что у тебя здесь мотор стоит от машины, и педали стоят у тебя, газ, тормоз, сцепление, педали, прям
Осталось купить, да. Купить он стоит, блин, нормально. Кстати, давай посмотрим, раз ты уже говоришь, купить осталось тебе. А стоит он, пойди, нормально. Блин, тут даже цен нет, что ли? А вот конфигуратор есть. Вот есть туринговый, Pur GT, Explorer. Сколько стоит-то? Ой, стоит 50 тысяч, ё-моё. Это просто жесть. Жесть. 177 лошадей плюс турбина. Ё-моё, вот эта техника. Обалдеть, это просто дичь какая. Такс, ну да. Обалдеть. Это техника. Стоит дорого, реально дорого. Но есть, видишь, трехколесный есть, то есть из-за этого некоторые покупают этот трайк. Ну, он клевая, конечно, техника, но и с одной стороны, с другой стороны, для этого трайка весь гараж нужен, блин. Занимает весь гараж теперь. Что он тут еще? Honda, Peugeot, Геркулес. Вот, вот, кстати, мопед такой вот. Для реставрации. Само то. Здесь прям работы хватает, потому что он убитый здесь. Его только за бесплатно забирать. Работы много, надо будет вложиться. Хороший вопрос. Я не знаю. Да, кстати, ты же в Казахстане, да? А если я сейчас у себя посмотрю, у меня, допустим, страна Казахстан. Что-то нет, все. Посмотреть надо в интернете как-нибудь. Открываем трек. Смотреть можно, в принципе, будет. Казахстан. Так, мы пишем Казахстан. Трек. Да есть там тоже. 100%. Посмотришь, короче. Я сейчас здесь не нашел сразу, но по-любому есть. Такс. Peugeot скутер. Вот, 84-го года, кстати. Вот, я еще это посмотрю. Надо будет сейчас мне уже бежать. Смотри, для 84-го года он выглядит прям вполне таки солидно. То есть видно, сразу за ним ухаживали, затем какую-то реставрацию провели небольшую. Конечно, пару наклеек вот этих они тут не нужны. Но дело в том, что он такой нормальный, аккуратный мопед. Именно мопед. Супер.
Ну, то есть, сегодня посмотрели такую, так, в районе там за 500, я уже за 500 ушел, уже до 800 добрался, то есть, есть уже техника поновее, вот 800 евро, скутер 9 года, 11 тысяч пробег. Тоже относительно неплохо, если он еще в нормальном состоянии, то есть, ну, выглядит, по крайней мере, вот так вот сейчас я смотрю на фотографиях, в принципе, выглядит неплохо, то есть, за свои деньги, это уже хорошо. 1000 подписок будет, тогда будет веб-камера. А, ну круто, правильно, давай. У нас так Базука тоже всегда говорил, он потом, у меня подписчики были, он купил камеру, поставил. Включает, правда, не всегда ее, но ставят. И вот еще у меня какая-то реплика. А, это электробайк. Вау, прикол. Электробайк. Ямаха. По крайней мере, японские эти нормально себя ведут. Даже в старшем возрасте мопеды японские четко работают все. Вот, смотрите, вот это вот прям хороший байк для какого-то рестайлинга, ну то есть обновления какого-то там, что-то поменять на нем, полирнуть, обновить и ездить дальше или перепродать. То есть полирнуть, может, кое-какие запчасти поменять, самому покататься пару месяцев и продать в новом сезоне. Бюджетный вариант. Ну, правда, здесь кубатура маленькая, но для начинающих прям идеально. Прикол. Ну, то есть есть, иногда надо смотреть, варианты есть. И зимой прям, вот сейчас сезон сейчас начинается, сейчас цена подскакивает, я сразу это вижу. То есть в начале сезона всегда такая вещь с покупанием мотоцикла, с покупкой мотоцикла. Это тяжело. Вот, 900 евро, пожалуйста. Смотрите, то есть сталкер прикольный. Ну да. Что, сталкера стрим, что ли? Вроде ж утром у него был уже. Так. Нормальный байк такой. Хоп-хоп. Он такой же у меня и был. Ладненько, на сегодня это все пока. Пойду дальше дела делать. Надо еще кое-что записать. А потом уже разберемся. Посмотрим, может быть, завтра продолжим со стримом. Если сегодня время будет вечером, то вечерком еще, конечно же, будет Need for Speed. Так что благодарю всех. А, ну да, сталкер прикольно. Это точно. Это точно. Молодец. Поддержка есть. Хорошо, пока. Так что всем благодарочка, кто был, кто принимал участие. Вот вам опрос. 66% бывает. Блин, да, бывает такое. Ну, что поделаешь. Я не знаю, мне пришлось, к сожалению, поделить на 2. Так бы у меня сейчас один стрим был 2 часа. А он вырубился что-то. Что там произошло, до сих пор не знаю. Но я надеюсь, стрим первый-то останется. Блин, я на это сильно надеюсь. Ну да ладно. Будем посмотреть. Так что всем пока-пока. Спасибо за актив.